Вот, ребят, меленькие-меленькие. Я их специально порезал, смотрите. Сейчас продолжим. Ого, какой большой, глянь. Ребята, всем привет! Вы на канале Ассортимент. Мы опять на причале и рыбачим вот на такую снасть. На один крючок. Тырская кормушка. Клюет очень хорошо, но мелкий. Сейчас карась. Вообще из-за этого начали съемку поздно. Думали, может, начнет клевать что-то покрупнее и начать снимать потом. Но чувствуем, что, наверное, мелкий карась нас убьет. Две удочки на берегу. Ира тоже ловит на третью. Решили уменьшить крючки, не по два, а по одному, чтобы уменьшить интенсивность клёва, но что-то мы не уменьшили интенсивность клёва. Как клюет без перерыва, так и клюет. Ну что, наблюдаем. Рыбачим на сало с пенопластом. Отличная наживка. Я не думал, что она так может работать капитально, лучше, чем все другие. Просто супер. Единственное, надо кусочек сала очень маленький наживлять. Наверное, это ошибка многих, ребята. Когда надевают большой кусок сала, надо очень маленький. Примерно вот так. Вот такой маленький кусочек. Вода зеленая, блин, даже в ведре. Ну, ничего не сделаешь. Что будем закидывать? Что-то Ирина удочка молчит. Но она ленится закидывать ее. У нас третья удочка появилась. Вот она еще, как запечатанная. Горизонт весь уже дождь идет. Стена дождя. Ну, мы здесь за карпом, конечно же, не за карасем. Так что, надеюсь, нам повезет и сегодня. Двоих мы уже поймали за все рыбалки. Но мелких. Одного кило 300, другого 750 грамм. Да. Вот такие сегодня карасики клюют. Вон они. Вот такие ребята. Это как ее? Хамса. Только закинул. Все, на нас идет дождь. Ух ты! Стена дождя на нас идет. Приветики. Заливает. Погода начинается карпяча. Будем надеяться, что сейчас клюнет карп. Я уже подготовился. Ух. А Ира, если что, в машину пойдет.
переждем. Только 5 часов. Нормально. Ладно, знаете, как красиво. Красота. Давай. Ребята, погода ужасная, идет дождь. О, И там, короче, будет, наверное, облажной. Но мы только время 15 минут 6-го, я думаю, может за часик оно все пройдет. И мы еще часа 2 порыбачим. Идеальное время для карпа будет. Нельзя такое выпускать. да. Я думаю, опытные рыбаки, которые здесь тоже пособирали, еще где-то переждут. Но многие убежали. Да ну, они убежали, наверное, по засадам. Многие, конечно, поуезжали. Да. Но самые такие матерые остались, конечно же. Все надеются, сейчас он пройдет, а я думаю, он пройдет недолго, потому что ветер поднялся, он быстро протянет, наверное. Конечно, заходит как на облажной. Но мы не будем уезжать, у нас еще есть целый часик. Нет, только, я говорю, только 15 минут 6-го, темнеет в 8, начало 9-го, то есть время еще есть. Ну, погода красивая сегодня, контрастная такая. Не хотя дождя сильного нет, просто ветер сейчас не закину. Сейчас, если ветер успокоится, даже если будет дождь, я пойду все равно закину удочки. Ну, ребят, есть шанс поймать карпа большого. Как бы мы уже 2 штучки поймали в этом сезоне. Таких, кило 300-750 грамм, но это не карп, то есть, вернее, даже сазан. Это мелкий. Хочется такого 5, хотя бы 3 бы. А сейчас такая погода, все-таки будет у нас, наверное, шанс сегодня поймать, я думаю. Так что оставайтесь с нами и посмотрим, что будет дальше. Пока сейчас посидим, немножко, не знаю, музыку послушаем или еще что-нибудь. Сейчас продолжим. Не, ну я смотрю, ветер уже успокаивается. Сейчас, говорю, только ветер успокоился. Да. Сейчас оно по волнам видно. Волны пока беляк идет. Ну, очень жарко было, ну, понятно, что был дождь. Кстати, дождь практически по расписанию, но опоздал на 2 часа. В 3 часа стоял дождь сегодня. Не, он в 3 и в 6. Задержался. Может, он начался где-то в 3 и к нам подошел к 5. Не, ну я смотрю, уже все успокаивается. Класс. Ходок? Ребята, лучше не улететь.
Ребята, я всем говорил! Мы сегодня шутили, карпячья погода. Спасибо. Человек поздравляет. Ой, не могу. Меня водой облило прям. Я подсаком попользовалась, правильно? Да, я его завел, видишь, пацан? Ой, не могу. Классный. Какой там здоровый, Сейчас сильный. фоткаться будем. А где остальные удочки? Ага. Сколько, как думаешь? 10. Друзья, первый раз вижу такого карпа. Так. Он оборвал крючок, кстати, видишь? Прикиньте, ребят, не выдержал. Так. О, лошадь. Гляньте, какая лошадь. Класс. Гляньте, какой. Юху. Ребята, это удача. Видели, как я под саком работала? Давай фоткаться. Взвешивать и фоткаться. Глянь, какой. Ого, какой большой, глянь. Что не... Ветер, дождь, ну я выдержал. Я знал, что карпячья погода, знал. Я его подняла, он такой тяжелый, ребята. Я только что под Сейчас саком. есть. Давай. Сейчас. Сейчас. Давай карту. Сейчас. Я думаю, десяточка, наверное, где-то. Так, ребята, взвешиваем лошадь. Гляньте, какой. Да не, ребят. 5 500. 5 500. 575. Лошадь. 5 килограмм 575 грамм. Взяли, наконец-то, вот он мой. Это у нас третий класс здесь. И таких размеров первый класс, да? Ага. Что, тебе домой надо идти с ним? Класс. Давай. Да, в ванну положим. Вот. Да, в ванну положим. Вот мужики стоят, давай. Лайк! Лайк! Подписывайтесь на канал Ассортимент. Гляньте, какая у нас сегодня лошадь! Класс! Вот, мы со всех ракурсов уже, гляньте! Какой мистер у нас! Класс! Оставайся, давай в саду. Я сейчас фоткаться с ним хочу. Вот, вот, гляньте, какой красивый! Класс! Приветики! Ребята, тяжелый! Гляньте, хвостом машет всем! Смотри, какие губушки у него! У нас сегодня будет вкусный ужин! Глянь! И нет, нам рыба не надоела! Гляньте! Глянь, какой! Муа! Муа! Класс! Да ты что, смотри, еще уронишь, разобьет. Не уронил! Я держу вверх! Ребята, нам повезло! Сегодня день супер! Я фотограф, сегодня Всемирный день фотографии, вот нам подарок! Вот моя рука и вот рыба. Класс! Ребята, смотрите, у меня просто кит в пакете. Я решила его отнести, потому что в садок мы его боимся ложить. У нас хоть и новый садок, но там такая высота, что он может оторваться. У нас уже есть опыт отрывания. Так что я кита нашего несу домой. Класс! Ну что, мы ловим дальше? Может быть, сейчас еще что-то клюнет. Как говорит Сережа, погода коропячая. Будем ловить.
Я первый раз сегодня этим подсаком, у меня получилось подсаком вытянуть рыбу. Я так рада. Ну прикиньте, я никогда не ловила такую крупную рыбу. Рыбалка продолжается. Так, Сергей, расскажи, как тебе удалось вытащить такого монстра. Как клюнул, вытянули, как слаженно сработали. Да, но еще рыбалка продолжается, у нас еще есть час, и может, кто его знает, может еще один бутусик клюнет. Мы надеемся, поклевки есть, слабые, правда. Сейчас надо перекинуть. Давайте, ребята, сейчас достану, покажу вам еще раз снасть, кормушку. На что клюнул карп, покажи. Карп клюнул, ребята, пенопласт сала. В принципе, все наши карпы, кроме одного, да, клювали на... Один на кукурузку, да? Один клюнул на пуфик, но это самый первый. Потом клюнул на сало, и вот этот на 5,5 килограмм клюнул на сало. Обычный сало, пенопластик. Ребят, маленький кусочек, ни в коем случае не большой. Ну давай, показывай. Да, давайте же достану, потому что нас клювало. Может что-то и есть даже. О, да, может даже что-то и есть. Ребят, дождь идет. Дождь идет. Да, но мы все равно, надо пользоваться моментом, ребята, это карпячая погода. Развлекаемся мы и сегодня. Надо, как говорится, идти до конца. Если уже пришли на балкон, да, все съело. Ребят, вот такая вот снасть. Тверская кормушка, произведена в Киеве одним мастером. Мы у него заказываем постоянно, и я, наверное, еще закажу, так что находите, в OLX он один. Мы берем 50 граммовые, но у него есть любая, то есть от 50 до 120 грамм любой вес есть. Очень качественные кормушки, вообще очень мне нравится. Один крючочек, мы перешли на один крючочек, и возможно это тоже сыграло, что второй нигде не зацепился, ничего. Как чувствовали, что надо переходить на один крючок. Сегодня рыбачили на 3 удочки, на одну смотали, оторвали кормушку, зацепилась. Леска у нас плохая, будем менять леску. Рыбалка продолжается, еще часик посидим. Кстати, сегодня я узнал, что здесь есть самы, бывает проклевывают, очень редко, но бывает. Сегодня от одного рыбачка узнал это. Так что, в принципе, мы карпов поймали, да, может, надо уже как-то на сама пробовать. 3 года здесь живу, ребят, самый прикол, никогда здесь не рыбачил. С нашей обстановкой нынешней рыбачить особо негде, опасно, страшно. Ходим сюда. Ну, как если вы следите за нашим каналом, начиналось все с плотвы, с бычка, и мы шли, пытались поймать карася сначала, как вы знаете по роликам, и все нам удавалось. И вот наконец нам удалось поймать крупного карпа. Так же, как и снасти. Снасти тоже мы постоянно совершенствовали. Если начинали рыбачить здесь чисто с фидера, многие пишут там фидер, ребят, ну иногда по тихой воде лучше рыбачить вот на такую кормушечку, вот с таким поводочком. Поводочек примерно 5 сантиметров. Мы пришли к этой снасти лично по своему опыту. То есть иногда надо отходить вот от этих, как их, канонов, или как, что фидер это фидер. Ребят, не всегда фидер работает там, где работает обычная донка. Да, на фидер, если честно, мы рыбачили раньше постоянно, у нас всегда клювало. Правда, мы уменьшали поводки, нас каждый раз все меньше и меньше делали. Но мы заметили, на фидер клюет в основном плотва и более мелкая рыба. А вот на донке у нас проклевывает. Заметили, что начала и карась крупнее начал проклевывать, и карп начал клевать. И вот сейчас мы чисто рыбачим на донке здесь. Нас все устраивает. И сама рыбалка по себе очень хорошая. То есть донки. Сейчас я покажу, какой кусочек сала я насажу. Вот, ребят, меленькие-меленькие. Я их специально порезал, смотрите. Я их делаю немножко длинненькими, как опарыш. Вот, даже все, больше не надо. Вот. И еще с одной из самых главных моментов, ребята, всегда пользуйтесь. Плохая погода — это карпичья погода. Если бы я сидел в машине, кстати, вот поклевка идет. Я сидела в машине. Вон Ира сдалась и пошла в машину, и я ж там спала. Хорошо услышала меня. А я, несмотря на дождь, ветер, я стоял, мог, но тем не менее мне воздалось. Потому что я рыбачу давно, и, ребята, крупная рыба всегда клювала в самую плохую погоду. Это типа какой-то закон рыбалки, я не знаю. Но вот карп всегда, ну не всегда, но
Наверное, потому что муть поднимается, он начинает активно питаться, я думаю, из-за этого. И вот в такую погоду всегда есть шанс поймать крупную рыбу, чем я сегодня воспользовался. Так что не сдавайтесь, пришли, одевайтесь, берите всегда дождевики, и всегда вам воздастся, я думаю. Потому что многие сдались, мы видим, причал пустой, все поуходили. А мы, как говорится, добили до конца. Ну, на то мы и рыбаки, на то у нас есть канал «Ассортимент рыбалки». Кстати, подписывайтесь. Жалко, не удалось поклевку заснять. Лило сильно, как из ведра. Ира сделала в машине, камеры невозможно было установить. Ну, реально был сильный ветер, дождь. Понятно, тут у нас ракушки. Думаю, что такое. Но сейчас даже мы рискуем камерами, мы все видим, идет дождь. Все равно мелкий, но идет. Но тем не менее, продолжаем съемку. И, как говорится, радовать вас, рискуем своими камерами. Кстати, камеры не дешевые, но тем не менее... Это история, ее надо... Вот, смотрите, ребят, какой пенопластик и кусочек сала, все. Чуть-чуть жало открыл, там вот видно, чтобы можно было подсечь хорошо. И я их нарезаю не кубиками, а чуть-чуть длинными, как опарыши, чтобы на крючочек одевался хорошо. Мы видим, сработало сегодня, уже второй раз. Я скажу свое мнение, я сам удивлен, я не думал, что на сало, на такие маленькие кусочки может клевать такая крупная рыба. Но здесь начали экспериментировать. И начали замечать, что на сало лучше клюет, лучше, вот именно сало и пенопласт, поклевки лучше, ярче и улов больше. И начали всегда ловить на сало. И вот нам сегодня по полной, погодка налаживается и дождь проходит. Боже мой, ребята, еще 40 минут, но можно покайфовать. Это природа, еще никого нет, это вообще прекрасно. Тут обычно и плюнуть негде, а сейчас мы сидим сами, это вообще... Очень мне это нравится. Аж такое впечатление, как будто где-то на природе. На острове. На острове каком-то, да. Я думаю, все наладится, и у нас будут очень интересные рыбалки. Даже не рыбалки, а Вон, видите остров? Называется остров Сагайдачного. Бывшее название остров Ленина. Вот мы хотим туда проникнуть. Да, и порыбачить с острова попробовать. Попробовать повыживать 24 часа. Да. Если получится. Если получится, я думаю, рано или поздно получится. Главное верить. Я была уже на этом острове неоднократно, на острове Сагайдачного. Там есть каменистые места с одной стороны, есть песчаный пляж. Ну, наверняка, кто запорожцы, те знают, хотя немногие были на том острове, наверное. Ну, короче, там рыбалка крутая должна быть, да? Попробуем. Все, у нас еще максимум час. Темнеет уже. Да. Вот так вот я снимаю поклевки. У меня здесь система безопасности, лайфхак от Иришки. Я вижу, у нас все снимается. Опа, подсак. Так, Не, погоди, я готова. Не. Нет? Ну что-то покрупнее, но не. Я, если что, готова. Не, это уже это. Кто это? Ну, такой карась. Фу, я уже аж адреналин у меня, да, с Не, подсаком. это уже как его, знаешь, по... Ну, этот крупнее уже у тебя. Чуть-чуть больше пошли. Короче, вот я поклевки снимаю. Вот здесь я рыбалку снимаю. Вот здесь Сергея Евгеньевича снимаю. Вообще, ребята, рыбалка — это отдых. Я люблю рыбалку. Ну, правда, здесь мне не очень нравится, если честно вам сказать. Я люблю более такую дикую рыбалку. Исследовать новые локации, новые озера, места на реке. Я думаю, мы к этому обязательно вернемся и будем для вас снимать и показывать, как это прекрасно. Рыбалка — это не только рыба, это природа, это путешествие. Я вам хочу сделать вам чуть-чуть иной взгляд. Просто иногда даже путешествовать прикольно. Когда едешь, там озеро находится там за 300 километров, и ты его ищешь, это по-своему прикольно. Исследовать новые города, новые поселки, новые деревни. Очень интересно.
там кофе попить, там что-то перекусить. Сам по себе рыбацкий туризм — это круто. Может, даже доживем, и все будет хорошо. Так наш туризм называется рыбацкий туризм. Мы нашли ему определение. Да, рыбацкий туризм. Просто здесь как бы классная рыба клюет, но здесь немножко не отдыхает душа, как по мне. Постоянно много людей, и как будто ты никуда с города... Как будто ты с города никуда и не выезжал. Из-за этого как-то здесь так. Вот душа, мне кажется, здесь немножко не отдыхает. Да, там клев, адреналин, да, и здесь есть и рыба крупная, но больше нравится выезжать в дикие места. Вот мне очень понравилось место, лес это в Разумовке, да, там едешь, лес, красиво, да. Круто, блин, вообще. Хочем попасть на Западную Украину, там порыбачить. Форельку. Форельку вообще. Поудить там. Ну, пока здесь. Но здесь мы тоже совершенствовались и пришли, мне кажется, к идеальной снасти. Вообще, вот такая вот наша любимая. У меня такое чувство, как будто план выполнен сегодня. Ну, да, ну, вот именно вечер, ну, я думаю, рыбаки поймут. Вот самое классное в рыбалке — это закат и рассвет. Вот ну, как и в фотосъемке. Самое, не, просто душа отдыхает. Когда ты встаешь утром рано с палатки, выходишь, и еще темно, и ты перезакидываешь удочки, и начинает светать, но это, блин, душа просто отдыхает. И даже не важен сам клев, сам вот эта вот обстановка, блин, это так здорово. Скучаю по этому, если честно. Вот, ребята, опять показываю. Маленький-маленький кусочек сала. А еще я заметил, сколько ловлю на сало, уже, я не знаю, это 5-я, может, рыбалка, да, именно чисто на сало. Все мы, конечно, не снимаем, но я заметил, я ни одного бычка на сало не поймал. И меня это очень радует. То есть наша задача была изначально отсечь бычка. Мы поддевали пенопласт, пытались, чтобы как-то его отсечь. И вот с помощью сала мы его отсекли. Еще интересно, говорят здесь местные рыбаки, что где-то в сентябре здесь начинает клевать очень крупная тарань, даже вплоть до килограмма. Проверим и этот миф обязательно. Ну, карп здесь клюет, ребята, мы сегодня все увидели. Еще немножко хочу сказать о фидерных удилищах. Фанатик 120 грамм, эгоист фидерная, справился отлично, ребят. Возможно, у нас очень плохая леска, к сожалению, мы купили, не меняли, но, наверное, завтра мы поменяем леску, потому что карп начал реально клювать, надо готовиться к таким рыбам. Но сама удочка отработала очень хорошо, очень. Просто приятно, она именно хорошо гнется, отрабатывает и вообще прощает все ошибки, например. Я думаю, на крокодил можно было где-то и упустить рыбу, дать слабину, и он карп мог уйти, но удочка фидерная не дала. То есть с помощью гибкости, постоянной пружинистой, она ни капли не ослабила. То есть очень, хорошо сработала удочка, и рад, что их купил, выбрал. Спасибо фанатику. Конечно, есть бока, скажу, в этих удочках, но тем не менее это такие мелкие, и на ловлю они на дизайн не больше, влияют. да? Не то что дизайн, но слабые вот эти, вот покажу. Вот она. Мы ее вчера купили, эту удочку, вот она еще в упаковке, это 3-я. Ой, клюет. Да. Тихо. Сейчас. Короче, и вот эта вот верхушечка у нас сегодня, когда ты ставил катушку, да, треснула. Так, вот и поклевка. Хочется, конечно, еще зацепить что-нибудь крупненькое. Что у нас? Что-то вообще ничего нет. А, не, карасик мелкий, да? Это нормально, не мелкий. Мелкий. Караси такие клюют сегодня. Покажи. Это стандартный размер на сегодня. Да, мелкий. Держи. Льет дождь.
Дождь не перестает. Да, сейчас еще минут 20, наверное, больше закидывать не будем, я думаю. Эмоций на сегодня хватило. Да, я эмоциональный человек и всегда очень сильно радуюсь. Я думаю, вы уже заметили. Но для Иры это была сегодня первая такая рыба. Да. Я и офигела. И именно она сработала под соком, чуть-чуть начинает уже понимать. Надеюсь, все сейчас будет лучше. Но немножко сделала ошибку, потому что так пыталась поднять. Надо поднимать вот так вот. Волны были, я не поняла там, что происходит. Ну ничего, все нормально. Грязи намыло, я и не поняла, где рыба. Вот такая рыбалка у нас сегодня. Ну что, ребят, будем прощаться с вами. Сегодняшняя рыбалка подходит к концу. Если у нас еще что-то клюнет, мы вам обязательно покажем. Но уже темнеет. Для качества видео, наверное, пора заканчивать. Вот такой улов, ребята. Еще хочу рассказать, неважно на погоду, кстати, поклевывает. Никогда не сдавайтесь. Если приехали на рыбалку, одевайтесь. Какая погода не была, всегда идите до конца. Это, наверное, так во всем. И тогда вам обязательно повезет. Сегодня, я же говорю, я плюнул, пошел ветер, закинул удочку. Стоял, мог, но у меня клюнул карп. И это круто. Подписывайтесь Всем на канал. спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Надеюсь, на этом канале вы узнаете много нового. Ребята, когда-то я сделаю несколько видео, на какие снасти я здесь ловил, как их вязать правильно. То есть, думаю, будет время, может, туда дальше займемся этим вопросом. Но многие рыбаки делают, как ты, мы замечаем. Да, снасти. Да, я обязательно покажу, расскажу. Кстати, может, еще каша сыграла, забыл рассказать вам про кашу. Сегодня пшено я, в принципе, развел с макухой. Купил макуху меленую, развел его с макухой. И чуть-чуть добавил для вкусности, там, для запаха немножко сладких прикормок, как там карпа, карася. И, конечно же, гейзера. Без гейзера я ни одну прикормку не делаю. И криль там был у тебя. Ну, чуть-чуть криля, да. Но макухи было пшено и макуха, это была основа. То есть примерно 50 на 50 у нас было пшено и макуха. И, возможно, еще это, конечно, сыграло. Ну, не знаю, насколько это... Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить карпов на 5600. Пока. Вот такая вот икра порадовала нас в нашем карпике. А это мы солили рыбку с прошлой рыбалки тараньки по нашему рецепту. Ссылочка будет в описании, если вам интересно.